Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о 3 словах, которые говорят многие люди изо дня в день. И эти слова разрушают вашу жизнь. Обязательно просмотрите это видео от начала до конца и перестаньте использовать эти слова в своей жизни, потому что именно эти слова губительно влияют на вас, на ваше финансовое состояние, на то, как вы достигаете цели и реализуете те желания и возможности, которые появляются в вашей жизни. Давайте начнем с того, что каждый из нас, вне зависимости, хочет он или нет, но мы с вами говорим. Мы общаемся дома, мы общаемся на работе, мы общаемся по телефону. И если так разобраться, то за один день каждый из нас говорит очень много слов, говорит фраз и не догадывается, что некоторые слова, некоторые выражения являются достаточно губительными. Они уничтожают вот эти созидательные энергии и, соответственно, отражаются на нашей жизни. Поэтому мы рекомендуем всем быть очень внимательными и осторожными с теми словами, которые вы произносите, которые вы транслируете во внешний мир, да и во внутренний свой мир, когда вы общаетесь сами с собой, а каждый из нас каждый день, особенно когда возникают какие-то проблемы, неприятности, то, как правило, человек внутренне постоянно ведет с собой диалог для того, чтобы разобраться и понять, что же происходит в его жизни. И очень важно, чтобы вот эти слова, которые несут достаточно большой негатив, и они закрывают потоки к изобилию, к достатку, к благополучию. Главное, чтобы вы их исключили. И первые слова, первые выражения, которые мы рекомендуем вам никогда не произносить, это слово «ничего себе». Как правило, вот это выражение мы говорим в том случае, когда, например, мы удивляемся чему-то, когда мы восхищаемся, например, какими-то достижениями других людей. При этом себе мы желаем, если вы обратите внимание, ничего, то есть ничего себе, то есть по отношению к себе мы не желаем ничего, мы таким образом просто берем своими словами, своими руками на энергетическом уровне, мы закрываем себе дорогу к благополучию, к изобилию, к достатку. Представляете себе, особенно, кстати, это очень любит говорить молодежь, и, кстати, если вы смотрите, и у вас есть дети, внуки, обязательно с ними поговорите и попросите их, возможно, они вас это скептически к этому отнесутся, но все же попытайтесь с ними проговорить, потому что именно эти слова, они, вот хотите вы или нет, но они разрушают нашу жизнь, потому что мы не понимаем, что происходит на энергетическом уровне, и многие люди, вот произнося любые слова, нецензурные, не очень хорошие, не понимают о том, что на энергетическом уровне они сами блокируют эти энергии. На материальном мире мы сами ничего не видим, мы даже не видим атомов, молекул, именно с чего состоит та же вода, воздух и так далее. Да, мы хотим все, мы вот люди, да, мы человеки, люди, мы хотим все пробовать на материальном руками. Если мы это не чувствуем, то мы это не воспринимаем. К сожалению, мы так устроены. И понимаете, Вселенная таким образом так нас и слышит, что нам ничего не надо. Поэтому все фишки, все плюшки достаются, как правило, другим людям. Даже когда вы находитесь, например, в компании, вы удивлены, и вы говорите «ничего себе!», то есть вы сразу вот поставили такую вот черту, такой вот заборчик, что вам ничего не надо. Вы ни на что не рассчитываете, вам это не надо. Хотя, по большому счету, да, вы на эмоциональном плане вы удивились, как это так? Так не может быть. Но в реальности вы еще эмоционально это сказали. Как правило, именно эту фразу говорят эмоционально, а, соответственно, вы таким образом закрываете дороги к тому, что вы действительно можете достичь. А многие люди, вот, очень они грамотные, с пониманием, все знают, понимают. Знаете, прямо целые люди, иногда есть очень часто люди, как целая энциклопедия, похлеще Википедии. И слушаешь человека, и ты понимаешь, что действительно
вы, то есть нужно по-другому понимать, воспринимать. Итак, друзья, следующее слово, которое мы рекомендуем вам отказаться, это сделать в самое ближайшее время. Итак, это коварное слово «добиваться». Мы часто говорим следующую фразу, что «я добьюсь цели» или «я добьюсь повышения по карьере или по службе», «я добьюсь исполнения желаний». И вот это слово «добьюсь», «добиваться», вы таким образом ставите вот такое вот ограничение, что вам нужно за что-то бороться. То есть вы вот так подойти и условно взять или купить, или реализовать в своей жизни, в своей вселенной, в своем материальном мире вы не можете. То есть вы ставите себе цель, что вы будете добиваться. Или, например, вы хотите устроиться на высокооплачиваемую работу. Я добьюсь, чтобы меня взяли на работу. То есть вы сразу говорите о том, что вы будете бить, вы будете конфликтовать. И, соответственно, на энергетическом уровне Вселенная воспринимает, что вы, чтобы добиться чего-то, вы будете это сопровождать с тем, что у вас будут постоянно конфликты, какие-то недопонимания, проблемы на вашей дороге, на вашей судьбе. А надо ли вам такое? Возможно, вам лучше нужно отказаться от этого такого вот коварного слова, которое мы не понимаем, возможно, но вот оно есть. Следующее слово, последнее слово в нашем сегодняшнем списке. Вы знаете, и это слово очень влияет на наши волосы. Именно когда мы часто говорим это слово, эти слова, у нас, к сожалению, могут начинать выпадать волосы. Вы, наверное, будете удивлены, но это слово «контролировать». Это слово «контроль» или «все под контролем». Очень часто, если вы обратите внимание, когда в коллективе происходят какие-то обсуждения, то кто-то задает вопрос, как там это? И человек отвечает, у меня все под контролем. Ну давайте посмотрим, что это такое слово вот контроль. Когда мы воспринимаем слово контроль, это мы говорим о том, что мы с вами находимся в напряжении, в каком-то стрессе, в каком-то не очень комфортном для нас состоянии, потому что мы находимся на контроле. Когда контроль, это постоянно идет проверка, то есть проверка каких-то знаний, проверка чего-то еще. И, соответственно, таким образом человек начинает очень нервничать. А когда человек нервничает, когда он за что-то переживает, у него начинают выпадать волосы. Кто-то скажет о том, что ну что же, это, наверное, витаминок не хватает, или я неправильно питаюсь. Вы знаете, это одно из причин именно на энергетическом уровне. Вы должны об этом понимать. Когда вы пропьете все витаминки мира, вы будете удивлены, но многие вопросы, которые у вас касаются вашего тела, вашего организма, не факт, что они будут разрешены, потому что психосоматика, к сожалению, никто ее не отменял. Хотите, вы ее можете не воспринимать как науку, можете считать, что это все, знаете, просто чьи-то разговоры, но это ваше право. Но, знаете, вот то, что собиралось, те знания астрологами, эзотериками, нумерологами и так далее, это имеет очень важное значение. Кто разбирается, кто понимает, осознает и знает, что каждое слово, каждая фраза, она имеет очень важное значение для каждого человека. Поэтому постарайтесь эти слова, конечно, сразу хотим вам сказать, что из опыта людям очень сложно перепрограммировать свой мозг на то, чтобы эти слова не произносить, а попытаться говорить более слова такие в созидательном русле. Очень часто людям это сложно сделать, поэтому возьмите, просто перепишите на листок бумаги и начните потихонечку изо дня в день стараться отказываться от этих слов. Также обязательно учите своих самых близких людей, тех людей, которых вы любите. Учите своих детей, внуков, чтобы они не допускали ваших ошибок. Вы понимаете, сейчас идет такое время, что много информации, она стирается, она видоизменяется, она подменяется какими-то понятиями. И к чему это приводит? К тому, что наши дети, к сожалению, становятся бестолковыми. Они не знают многие вещи. Вы даже если спросите по той же
географии, по той же истории, по математике, и вы, допустим, да, вы уже человек, который прошел и Рим, и Крым, и медные трубы, вы увидите, что вы, сколько вам лет уже, вы можете легко по геометрии, по алгебре до сих пор решать задачи, по той же химии, по физике. И возьмите молодежь, которая буквально год или два закончила школу. И это банально звучит, но многие дети не знают уже сегодня самых простых истин. Поэтому старайтесь уделить все-таки внимание своим самым близким, чтобы они имели критическое мышление и чтобы они разбирались, вы знаете, в этом вот таком вот мире. Потому что, к сожалению, подменяются понятия, и это приводит к очень плачевным ситуациям. Вы сами видите, что сейчас происходит, и как многие из нас, кто понимает и кто видит всю картину, то, что происходит в мире, нельзя до людей достучаться, к сожалению. Почему? Потому что люди перепрограммированы вот на разрушение, на вот этот негатив, на злость. И самое интересное, что в один прекрасный момент это понимание придет, но у кого-то это уже будет поздно, к сожалению, но по-другому, видимо, высшие силы понимают и осознают, что так двигаться дальше нельзя, потому что то, что дальше нас ждет, это новые технологии, это новый мир, в котором должно быть все построено на любви, на созидании, на радости, на благополучии. Представляете себе вот та ненависть и злость, которая сейчас есть в людях по отношению к тому, что вот еще лет 30, наверное, нельзя было даже и подумать, сейчас это есть. Поэтому, пожалуйста, мы надеемся, вы понимаете, о чем мы говорим. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно подпишитесь на наш канал, потому что у нас на канале очень много полезной, важной и нужной информации. С вами, как всегда, был еще раз канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно вы можете сейчас увидеть на экране два прямоугольник, это следующее рекомендованное видео, обязательно посмотрите, там вот тоже для вас очень много полезной информации. Мы вам всем желаем всего самого наилучшего и услышимся с вами уже в следующем видео.